Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу вам показать пальпацию, перкуссию, аускультацию сердечно-сосудистой системы. При пальпации области сердца сначала определяют верхушечный толчок. Вначале ладонь кладут на левую половину грудной клетки и определяют области максимальной пульсации. После определения оцениваем локализацию, площадь, высоту и силу верхушечного толчка. Положение верхушечного толчка у детей старше 7 лет в пятом межверии по средней ключичной линии. Площадь верхушечного толчка в норме не должна быть более 2 см квадрата. Высоту мы можем определить с помощью инструментов, в норме должна быть умеренной. Сила выделяет умеренной силой. А теперь пальпация магистральных сосудов. 1. Ориентировочно определяем пульсацию и систологическое дрожание в области основания сердца. 2. Пальпируем восходящей части аорты. 3. Пальпация легочной артерии. 4. Пальпация дуги аорты. 5. Пальпация эпигастральной области. В норме слабую пульсацию определяют только яронные вырезки. При перкуссии сердца нужно определить абсолютную и относительную тупость сердца. Устанавливаем палец по средней ключичной линии и идем до тупого звука. После определения поднимаемся на 2 ребра и идем по направлению сердца до притупленного звука. А после еще поднимаемся на одно ребро и определяем на третьем межреберье. Потом еще поднимаемся и определяем на втором межреберье притупленного звука. Вот мы уже нашли правую границу относительной тупости сердца. После этого мы определяем левую границу относительной тупости сердца. Мы для этого находим верхушечный толчок и мы найдем межреберье, где верхушечного толчка, и от передней подмышечной линии идем по направлению к сердцу до притупленного звука. После этого поднимаемся в межреберье и от передней подмышечной линии идем по направлению сердца до притупленного звука. И потом поднимаемся вверх и во втором межреберье от средней ключичной линии идем до притупленного звука по направлению к сердцу. Вот мы нашли левый и правый контур сердца, и при перкуссии сердца мы можем определить его размеры, конфигурацию, положение и ширину сосудистого пучка. Теперь определяем абсолютную тупость сердца. Для определения верхней границы абсолютной тупости сердца мы для этого руку кладем на грудную линию и идем вниз до притупленного звука. А для определения правой границы абсолютной тупости сердца пальчик ставим на правую относительную тупость сердца и медиально идем до тишащего звука. А для определения левой границы сердца мы на несколько сантиметров отходим от верхушечного толчка и перкутируем по направлению сердца до абсолютно тупого звука. И мы нашли абсолютную границу сердца. Это значит, что это место не прикрытое легкими. Аускультация сердца. Первая точка – митральный клапан, верхушка сердца. Вторая точка – аортальный клапан. Второе межреберье у правого края грудины. Третья точка – клапана легочного ствола. Второе межреберье у левого края грудины. Четвертое – это трикуспидальный клапан и правое антровентрикулярное отверстие. Нижняя треть грудины у основания мочевидного отростка и место прикрепления пятого ребра к правому краю грудины. Пятая точка – это дополнительная точка выслушивания аортального и митрального клапана на уровне третьего межреберья и у левого края грудины. Еще это называют точка Боткина-Эрба. Определение свойств артериального пульса. Синхронность на обеих руках, состояние сосудистой стенки, частота, ритмичность,
напряжение, наполнение, величина и форму. Измерение артериального давления на руках и на ногах.